Ребята, всем привет! Сейчас буду разбирать этого красавца. Первая победа уже есть. На газу он вышел в режим малого газа на самоподдерживающееся горение. За все время испытаний он накатал примерно 15 минут ресурса. С подшипниками произошла какая-то беда. Они вот, видите, то вращается вал нормально, то с какими-то хрустами он вращается. Стенд придется подвергнуть глубочайшей модернизации, потому что я его сверхбыстро собрал, он весь кривой, косой, и каретки заедают. В общем, функцию свою не выполняет. Нужно все выставлять, а также добавлю еще 2 каретки, потому что на 2 плохо оно ходит, заедает, заклинивает. К сожалению, гайка у меня из черного металла. Пока что не пришел левый метчик, и я не могу сделать нормальную. Я ее уже подсорвал, друзья, и сейчас мы будем смотреть. Вообще-то сорвал я, получается, с этой стороны. Ну, тем лучше, потому что вал вытаскивается в ту сторону. Оп. Как видите, все очень легко происходит. Сейчас увидим, что там с задним подшипником. Вот так. Ничего себе вал прогрелся. Вал вообще жестоко прогрелся. Вот она турбина, как выглядит. Видите, есть какие-то окислы на ней. Ну, я думаю, это ничего страшного. Думаю, это штатный режим. Подшипник какой-то влажный немного, хотя вроде бы на газу все работало. Но так крутится нормально он. Опа, вижу косяк, ребята. Так, сейчас попробую вам показать его. Вот область с трещиной, хорошо видно. Сейчас сниму турбину, и он, скорее всего, рассыпется. Вообще, я эту турбинку хотел на другой вал ставить. Видите, она здесь довольно-таки свободна. Была без особого натяга. Вижу, есть одна трещина. Снимаем подшипничек. Кусочек совсем хочет выпасть, но не выпадает. И даже на оборотах, получается, он не вылетел. Ну вот видите, вал как нагревался. Вал нагревался чрезмерно. Он из обычной стали сделан. И так, как бы, по идее, не должно происходить. Нужно делать доп. Охлаждения. Но это я сделаю обязательно, потому что сегодня мы еще систему смазки замутим. Вот эти 2 лопатки сильно перегревались. Ну и вот виден результат. Видите, есть какой-то налет. Окислы какие-то. Они были нагреты гораздо сильнее, чем другие. Не знаю из-за чего. Будем вытаскивать форсунки и посмотрим, что там за форсунки напротив него были. Сейчас увидим камеру сгорания, ребята. Тоже очень интересно, как она себя чувствует. Все-таки минут 15 движок работал. Это не шутки. Оп. Вот она, камера сгорания. Ну, в принципе, прилично выглядит. Как нормальная такая рабочая камера сгорания. Вполне себе неплохо. Мне нравится, если честно. Как видите, олово не расплавилось и даже не думает расплавляться. Все в этом плане нормально. Разбираем дальше. Полная разборка будет. Кольцо пока с изолентой трогать не буду. Все-таки оно помогает работать этому двигателю. Напомню, что именно благодаря этому кольцу заужающему, временно присоединенному на изоленту, этот двигатель запустился и вышел на малый газ. Здесь все нормально, алюминий не плавится. Заметил, что вот эта штуковина еще застряла там, которая нажимала на подшипник. Видно, как-то там завальцевала ее, что ли. В общем, приклинила она. Это нехорошо. Это нехорошо, это надо бороть как-то. Видите, сколько проблем. И все это нужно будет решить в этом видео. Крыльчаточка нормальная, отличная. И подшипничек вот этот тоже нормальный. Проблем не наблюдается. Извлекаю по одной форсунке. Давайте проверим, как они горят. Дико интересно, потому что я движок уже запустил, но еще не проверял форсунки. Оп, одна горит. Это не горит. Это горит сильно. Это не горит. Это тоже не горит.
Вот, видите? В чем вся проблема основная? Половина форсунок не горят. Вот. Видите как? Вообще не хотят гореть. Вот это да. То есть надо делать качественнее. Иначе такими темпами оно работать не будет нормально. Я в таком легком шоке, не ожидал, что все так плохо будет. Интересно, они уже потом забились? Потому что ни фильтра, ничего здесь нет, а отверстия дико маленькие. Либо это я так собрал. Возможно, вот здесь оно запаялось. Потому что, друзья, очень сложно собирать такой коллектор с такими тоненькими трубочками. Вы даже себе не представляете, как это сложно. Но мы сейчас будем заново это делать, что у нас другого выбора нет. Конечно, хорошие новости. Я немножко даже рад, потому что если качественно сейчас сделаю, все будет работать значительно лучше. Значительно. Не удержался и разобрал жаровую трубу. Сквозь щели я увидел налет. И меня он немножечко смутил, поэтому решил разобрать, посмотреть, как чувствуют себя вот эти трубки. Не сгорели ли они? Ну, вроде бы не сгорели, но есть какой-то налет непонятный. То ли он взялся с керосина, то есть это именно копоть от керосина, потому что он не очень хорошо сгорал. То ли это действительно вот нержавейка подгорела так. Не знаю, ребят. И вон он, видите, внутри белесый налет. Именно с одной стороны. Почему он именно там? Ну, прям совсем непонятно. Какая-то супер неравномерность получилась. Видно, что здесь оно грелось меньше всего. Зато оно грелось там. Ну, то есть, получается, здесь хуже всего было возгорание. И оно догорало уже на турбине и на вот этих лопатках. Когда я выпаял все трубочки, я заметил, что они не запаяны. Ну, то есть, олово в них не попадало. Значит, они забились в процессе эксплуатации. Ну, это естественно, они сверхтонкие. В общем, друзья, нужно принимать меры по защите от загрязнений. Выбрал я новые трубочки, эти немножко потолще. В общем, там 0,3 мм, здесь 0,4 мм, внутренний диаметр. И также толщина стенки выше. Сделаю их равнодлинными. И постараюсь, надеюсь, у меня это получится, согнуть их вместе с проволокой. Внутрь буду проволоку вставлять и сгинать, чтобы место изгиба не заужалось и как бы все было нормально, все было проходимо. Вот такая сейчас обстановочка на рабочем столе. Очень-очень рабочая. Очень долго мучился, но для меня важен результат. Вроде бы все получилось. Сделал на равнодлинных трубках. Видите, здесь некоторые прям колечком закручены. Сгибал я их через проволоку. К сожалению, только такая у меня есть. Распускаю кордовый тросик. Он состоит из 4 очень тонких проволок. Но они плохо в трубки заходят, потому что ребристые упираются в стенки, и их приходится насильно заталкивать. Пришлось прочистить все трубочки. Некоторые даже были забиты настолько, что я не смог их прочистить. Видимо, какие-то мусоринки боком становились. Скорее всего, металлические стружинки. И не получалось проволокой протолкнуть, потому что ее саму-то протолкнуть туда непросто. Вроде бы все получилось, ребята. Опять запаял оловом, штуцер. И сразу, вот буквально сразу поставил фильтрик. Потому что я совсем не хочу, чтобы трубочки опять забились. Уже проводил кое-какие испытания, сейчас вам покажу. Выключил мою печку огненную, чтобы не взорваться. Потому что буду подавать газ с баллона. Переворачиваем. Так, что-то слишком много, по-моему. Ой, потекло, потекло. Вот, ребята, можно заметить, что все трубочки покрылись инеем. То есть через все проходит топливо теперь. Гарантированно. А это нам говорит только лишь об одном, что мы можем продолжать собирать реактивный двигатель. Получается, что топливный коллектор я улучшил сразу по 6 позициям. Во-первых, сделал его равнодлинным. Во-вторых, увеличил диаметр трубок. Большая пропускная способность. В-третьих, сделал правильный загиб под определенным углом, чтобы попадало на стенки. Потому что раньше я сделал подково, и оно могло сквозняком проходить и жидкое прям выходить из испарительной трубки. Далее, теперь все трубочки прочищенные, это 4-я, и гарантированно есть проход. Все они замерзают, значит по всем проходил газ. 5-я, укоротил кончики. Здесь кончики были раньше гораздо длиннее,
И испарительная трубка использовалась не на всю длину. Сейчас кончики коротенькие, и прям в самом начале захода они заканчиваются. Ну и шестое, когда гнул все трубопроводы, я вставлял внутрь проволоку, и в этих местах теперь меньше шансов, что есть большие перегибы и заплющивание проходного сечения. Ну еще поставил фильтр, теперь вот уж оно никак не должно забиться в процессе испытаний. Все, ребята, камера сгорания мне нравится более-менее. Теперь можно заняться масляной системой. Подадим смазочку на подшипники. Я здесь уже поколдовал немного и сделал вот такую штуковину. Видите, есть две трубочки тоненьких и одна большая труба. То есть это опять же коллектор. Трубочки выходят сразу на подшипники. Вон она маленькая там. Видно, что глубоко внутри что-то там есть. Ну и вот здесь тоже очень тоненькая трубочка. Очень трудно было припаять, чтобы не затекло серебро и не заплавило трубки. Удалось сделать только с третьей попытки. Еще выяснилось, что китайские трубочки вот эти, они в середине забитые, и их нужно очень-очень хорошо чистить. Меня теперь терзают смутные сомнения, вдруг там чешуйки какие-то остались, и все это будет отпадать в процессе эксплуатации. Будут нагревы и охлаждения, и весь этот мусор может отпадать. Поэтому я думаю, может быть мне в 4-й раз переделать масляную систему и сделать всего лишь одну трубочку на передний подшипник. С него по тоннелю пары будут и на задний попадать, то есть все должно будет по идее нормально смазываться. Хотя как обычно это не точно. Но вот так делается на двигателе KJ66. Две трубки, а на всех остальных я больше одной трубочки не видел. Одна на передний подшипник, и все, этого считается достаточно. Переделал полностью систему смазки на одну трубку. Вот и вся система. Так, вон она трубочка торчит, все, будет попадать на шарики подшипника, а дальше по тоннелю пойдет на второй подшипник. И вот сделал отверстие, чтобы пустить воздуха еще туда дополнительно для охлаждения. Потому что были цвета побежалости на валу. Вот посмотрим, будут они, не будут, изменятся, как они изменятся. В общем, все надо пробовать. Далее делаю третью систему. Еще мне понадобится две трубки, чтобы отдельно запускать газ. Гну их не просто так, вставляю тросик, изгинаю, а потом тросик вытаскиваю. Иногда он очень даже сильно там застревает. Вставляем следующий. И еще разочек сгинаем. Наконец-то закончил сверлить эти детали. Ребята, очень долго я их уже, получается, делаю. Все усовершенствую, усовершенствую. Сейчас доделал 3 отверстия под штуцера, под керосин, под масло и под газ. Вот они, видите? Вот раз отверстие, 2 отверстия и здесь вот 3 отверстия. Видите как? Здесь очень мало места, но все должно поместиться. И крепеж весь, вот он, и торцевой, и по диаметру. И плюс все выводы. Ну, вроде бы я разместил. Также здесь деталечку доработал. Тоже видно отверстие под штуцера и под торцевой крепеж. И под вот этот крепеж. Видите? Куча отверстий, все мега сходится. Потихонечку точу штуцерок на токарном. Пробиваю отверстие в прутке. Делаю из бериллиевой бронзы. Такое ощущение у меня, по крайней мере, что это бериллиевая. Сверление очень опасное, может закусить. Поэтому совсем потихонечку это делаю. Не ожидал, что так затянется работа над модернизацией двигателя. Но надо тюнинговать по-человечески. Раз проблемы обозначены, надо брать и делать хорошо. Ну вот, штуцер готов. Он пойдет на пропановый патрубок. Начинаю потихонечку собирать. Устройство стало гораздо сложнее, особенно в сборке. Раз уж масляная система готова, давайте проверим, куда бьет струйка. Шарики раздвинул и подам жидким пропаном.
Сорвало, попытка номер 2. Наклонил баллон, даю жидким. Оп. Ну вот так, ребят. Знаете, куда бьет струя? Главное, чтобы шарики не полопались от холода. Струя бьет вот сюда. Прям на канавку, на внутреннюю. Ну, скорее всего, оно будет по шарикам попадать. Ну, прицел такой. Надеваю защитный чехол. Пока будут производиться работы, желательно, чтобы все трубочки были закрыты. Иначе туда что-нибудь может попасть, а точнее обязательно что-нибудь попадет и засорит ее. Это еще толстая трубка. 0,6 внутренний диаметр. А на камере сгорания внутренний диаметр 0,4 мм. Поэтому здесь еще больше внимания. Нужен фильтр и прочее. Вставляю камеру сгорания и смотрим, как она уживается с системой смазки. Да вроде бы нормально. Финальная стадия. Вставляю все трубки. Получается, добавилось еще 2 коллектора. Подача газа, подача масла и подача керосина. Если бы я не оставлял возможность запуска просто на пропане, я бы совместил 2 вот этих патрубка. То есть подавал бы керосин и масло сразу в систему. Но так как я хочу оставить возможность запускать на одном лишь пропане, а смазывать-то как-то надо, в пропане нет масла, поэтому оставил отдельную систему для подачи смазки. Ну а вот этот штуцерок, он просто, чтобы зажечь керосин, когда мы на керосине запускаем. Проверил, проход вроде бы есть, продолжаем собирать. Сделал еще кое-какие усовершенствования, выточил гаечки. И вот так прикрутил штуцера. Ну а здесь ставлю колпачки. Те самые, чтобы не засорять систему. И вот пришло то время, когда мы будем вставлять корпус. И посмотрим, как оно получится. Все ли я правильно рассчитал. Потому что это дело тоже непростое. Видите, уже с трудом налазит оно на эти трубки. Как бы не пришлось немножко больше корпус вытачивать. Я по-любому попробую это сделать. Но так как на него требуется очень много времени, полдня примерно, поэтому сейчас мы пока вставим так. Здесь закрутил, пробуем натянуть. Оп, что-то хрустит внутри. Ну, все получается. Все, ребят, закручиваю винтики. И можно сказать, что большинство работы сделано по тюнингу этого двигателя. Да уж, попил он кровушки. Ну, какой-то странный звук. Тем временем я переделал стенд. Теперь он умеет измерять тягу. Здесь есть весы, и если сюда толкать, то вот видите, есть некие цифры. Вы, наверное, думаете, что вот оно и все. Нет, ребята, ничего подобного. Еще нужно сделать бачок масляный. Я хочу, чтобы масло подавалось автоматически в двигатель. Не нужно было никаких насосов. Когда-то давно сделал бутылочку вот такую, ребят. Сейчас буду использовать ее под масляный бачок. На стенд уходит львиная доля всего времени. Но приходится и этим заниматься. Бутылочку, если что, можно вытащить. Алексей как-то присылал кучку вот таких фильтров. В качестве фильтрующего элемента здесь спеченные латунные шарики. Хочется, чтобы масло фильтровалось, поэтому выточил втулочку. Сейчас ее припаяю. И будет фильтрик, который на дне будет болтаться. Именно через него первоначально будет проходить масло. Пока что-то сделаешь, приходится проходить через десятки, а то и сотни операций. Через несколько уборок стола, а то и несколько десятков. Вот даже такая мелочь заняла прилично времени. Нужно найти, нужно выточить штуцерок. Нужно придумать, нужно спаять, нужно подготовиться. Вот так-то, ребята. Но зато результат радует. А вот когда по-быстрому, помните, я запускал раз... И ничего не запустилось. Собрал, пробую на давление. Пока без верхнего штуцера. Давление держит. Сверху будет организована банальная подача воздуха. Маслобак готов.
Но это еще не все. Чтобы система работала, нужно сделать отбор давления из компрессора двигателя. Постараюсь использовать вот это страшное отверстие, которое я зачем-то просверлил, а теперь очень жалею об этом. Вот сюда-то мы и присобачим штуцерок, из которого будет давление поступать в маслобак и выталкивать масло в масляный туннель. Штуцерок вообще ничего не весит. Такой он маленький. Проверяю резьбу. Накручивается до упора. А вот этот промежуток, это под толщину стенки. 0,5 мм. Ну, здесь где-то 0,4-0,3. Изнутри сделал небольшие скосы, потому что поверхность полукруглая. Посетила еще одна мысля. Поставить манометр на стенд. И тогда мы сможем абсолютно все параметры измерить. Может быть, даже и оборотики на холостом измерим, если позволит прибор. Мой тахометр только до 100 тысяч измеряет. Ну а на этот штуцерок через тройничок можно еще и отвод давления для манометра сделать. Он как раз до 2 атмосфер. Реактивные двигатели такие больше редко выдают. И можно будет четенько измерять. Немного ощетинился движочек, весь в патрубках теперь. Но по-прежнему маленький. Ребята просили сравнение с пивной или кока-кольной банкой, которую все держали в руках и знают, что это такое. Ну, вот у меня есть только такие банки, я сваривал как-то тик сваркой. Вот, ну, видно, что она гораздо больше, чем двигатель. И в длину она больше, ну, с соплом двигатель будет такой же в длину. Вот, но в диаметре она значительно больше, чем мой двигатель. Здесь у нас 66 миллиметров. А здесь у нас 53,6 миллиметра. Вот такой диаметр. Ну вот уже и до трубочек дело дошло. Сделаю на соединителях, чтобы можно было отсоединять, отключать. Это подача масла, ребята. Вот она. Будет с бачка выходить сюда. А сюда мы подадим давление, чтобы выдавливало это масло. Ну вот, друзья, все и готово. Получился роскошный стенд. Можно измерять большинство параметров. Измерять давление, создаваемое компрессором. Если мы до 2 атмосфер измерим, то есть до этого дойдет у нас дело по красной шкале, значит, мы добились огромного успеха, и двигатель вышел на хороший, практически максимальный режим. Если до атмосферы, тоже неплохо. Есть удобные весы и масляная система, что самое главное, можно сказать. В следующем видеоролике мы измерим все эти параметры. Можно даже попробовать оборотики измерить. Но для этого нужно кок в черный покрасить и сделать серебристую полоску, чтобы отражало. Мой тахометр может только до 100 тысяч измерять. Здесь, я думаю, будет гораздо больше. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. Также мы, ребята, начнем экспериментировать с разными турбинками. Сейчас стоит более такая на вращение и на минимум тяги. Ну, то есть, чтобы крутился двигатель сам. Она вот на это больше рассчитана. Ну, а когда мы поставим более тяговую турбинку, поставим сопла, тоже надо будет, кстати, это сделать, мы узнаем, какая все-таки тяга у этого турбореактивного двигателя. Самому, конечно, не терпится начать испытания, по-быстренькому стартануть, но к испытаниям тоже надо подойти серьезно, ребята. Чтобы не спеша все измерить, все хорошенечко заснять и показать вам во всей красе, как это будет работать. Или не будет работать. Ну, я надеюсь, все-таки очень-очень будет. Кому было интересно, ребята, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Да, какой-то процесс пошел. Хочется потихонечку стартануть, попробовать. После модернизации, так сказать. А потом продолжу делать стенд уже по уму. Сейчас важно понять вообще, работает оно, не работает. Когда давно не запускаешь,
начинают терзать, ребята, смутные сомнения. И начинает думаться, что не особо-то оно уже и работает. Так, ну это чисто на газу. Маслечко я подключил. Будет видно, когда оно пойдет. Давление будет видно, все видно. Ну что, давайте пробовать уже. Интересно, пойдет ли маслецо? Или не пойдет?